Во дворе девятиэтажки на лавочке сидела пожилая женщина в серой старенькой кофте. Ольга Матвеевна не замечала яркого весеннего солнышка, не слышала веселого треска стрекозиных крыльев. Она с болью в душе думала о том, как тяжело ей оказалось жить с собственными дочкой и внучкой. Теперь наступление нового дня совсем не радовало. Рита и Наташа работали в большой фирме, обеспеченные и образованные женщины, но не было в них ни тепла, ни доброты. К сожалению, они были очень похожи на покойного отца Риты, Василия, сурового и необщительного человека. Ольге Матвеевне, добрейшему человеку, было очень неуютно в просторной квартире дочери, но старушка уже продала свой дом в деревне и все деньги отдала Рите, переехав к ней доживать. Ее никто не обижал физически или словом, но и в то же время она была как тень, тень, которую никто не замечал. Сначала Ольга Матвеевна пыталась растопить сердца ее девочек, пекла пироги, вязала им носки, но не получила в ответ ни спасибо, ни ласкового поцелуя в щечку. Пирог оказался хуже, чем как в пиццерии, а носки колючие. Старушка сначала расстроилась, а потом потеряла всякий интерес ко всем этим уютным делам. Вместе с этим и глаза ее потеряли всякий блеск, а сердце радость. И стала ее жизнь скучной и пустой. Только и оставалось, что вспоминать милую деревеньку, улочку родную, над которой старые деревья склонялись, словно мама с папой над колыбелькой малыша, да соседок-товарок, которых знала с самого детства. Там она была нужнее. Не было ни дня, чтобы кто-то из соседок не заглянул к ней просто поговорить или за советом. Тяжело вздохнув, Ольга Матвеевна подумала о том, что ей совсем не хочется возвращаться в квартиру. И тут вздрогнула от резкого шума. Мимо нее, с громким хохотом, даже повизгивая, пронесся мальчуган лет 3, а следом девушка с коляской пыталась догнать его, но не успевала. «Внученька, давай я с коляской постою, пока ты сорванца своего поймаешь», вдруг крикнула ей Ольга Матвеевна. Девушка резко затормозила, оставила у старушки коляску, проговорила: «Я быстро», и помчалась за сыном. Через пару минут она, еле переводя дыхание, присела рядом с бабушкой, которая с очень ответственным видом качала младшего ребенка. Мальчик на руках у девушки широко улыбался. Ему явно очень понравилась эта погоня. Девушка выглядела уставшей, да и как не устать, когда 2 маленьких детей. У Ольги Матвеевны была только одна дочка, и то бывало так вымотает, что к вечеру без сил падала. «Вот расскажу папе, как ты балуешься». Настя, мама малышей, пригрозила сыну пальцем и вдруг заплакала. Ольга Матвеевна испуганно посмотрела на нее, а потом осторожно погладила девушку по плечу. Настя и не заметила, как рассказала сердобольной старушке о своих проблемах. Замуж она вышла сразу после школы, в 18, за соседа, которого любила с 10 лет. Ваня был старше ее на 3 года, он был одноклассником Настиного брата. Потом они уехали из поселка в город, устроились на работу, а через год у молодых родился Костик, еще через 3 Маришка. Жили они в квартире бабушки Вани, которую забрали к себе его родители. Жили дружно, никогда не ссорились, муж не пил, всегда помогал Насте. Но месяц назад, когда он ездил проходить медкомиссию, устраиваясь на другую работу, его прямо на пешеходном переходе сбила машина. В больнице ему сделали операцию, затем вторую. Настя вздохнула и потерла глаза. «Он и сейчас в больнице лежит», — сказала она, опустив голову. «Больничного нет, потому что он уволился, но не успел устроиться на новое место. Я не могу выйти на работу. Маришка еще кроха. К маме тоже вернуться не могу. Как же Ваня тут в больнице останется? Даже не представляю, как жить будем. Все наши запасы уже закончились. Требуется лекарство мужу, а вы же знаете, что много в больницах нет. Да и Маришка на смеси. Костик вот недавно штаны так порвал, что пришлось новые покупать. И няньку нанять денег нет. Они такую оплату требуют». Девушка потерла нос указательным пальцем и вдруг улыбнулась. «Зато Ванечка мой жив, и врачи говорят,
что он полностью выздоровеет. Со временем, конечно. «Внученька, я могу за твоими детками приглядеть!» — воскликнула Ольга Матвеевна. «У меня времени уйма. Живу я с дочкой и внучкой. Они уже взрослые девочки, вполне справляются без меня. Оплатить мне не нужно, мне пенсии хватает». Настя удивленно посмотрела в глаза старушки. Шутит или нет? Похоже, что не шутила. Тогда девушка обрадовалась и пригласила новую знакомую в гости. Она жила в соседнем подъезде. А насколько рада была Ольга Матвеевна! Теперь она стала кому-то нужна. Хоть Настя совсем посторонний человек, но людям надо помогать. А она может. И что самое главное, хочет. Хочет помогать, хочет быть нужной. Ведь ей много не надо, только внимание, чтобы замечали ее, чтобы кому-то подарить свое тепло. На следующий день Настя оставила детей с Ольгой Матвеевной, сбегала в салон красоты, где работала парикмахером до декрета, предупредила, что выходит на работу, и счастливая вернулась домой. Когда она заходила в квартиру, то даже замерла на пороге. Так чудесно пахло пирогами с яблоками. Ольга Матвеевна не только справилась с детьми, но еще и угощение успела испечь. «Настя, извини, я тут немного похозяйничала. Костик увидел по телевизору, как готовят пирог, а я сказала, что умею печь, и его научу. Вот мы вместе и сделали». С виноватым видом сказала она. «Да что вы, Ольга Матвеевна, я уж и не помню, когда тут пирог был. Я печь совсем не умею. Пыталась, но ничего хорошего не выходит». Она быстро вымыла руки и села за стол. «Я такой вкуснятины никогда не ела», — проговорила Настя с полным ртом, потом отхлебнула чай и посмотрела на Ольгу Матвеевну. «Вы такая замечательная, дети вас сразу приняли. Маришка вон как тянется к вам на руки, а Костик слушается лучше, чем меня. Даже не знаю, за что нам такое везение вас встретить». Старушка ничего и не ответила, лишь счастливыми глазами смотрела, как стремительно исчезает кусок пирога во рту у Насти. Прошло 2 недели. Ольга Матвеевна приходила к Насте посидеть с малышами не только в те дни, когда девушка работала, но и в ее выходные, чтобы отпустить в больницу к Ване. Настя, как и дети, быстро привязалась к Ольге Матвеевне и уже называла ее не иначе, как баба Оля. Девушка с удовольствием слушала рассказы старушки о молодости, о жизни в деревне, запоминала секреты выпечки, которыми охотно делилась Ольга Матвеевна. «Знаете, у меня не было бабушки в детстве», — как-то сказала Настя. «Мама с папой развелись, когда я была еще очень маленькая, так что бабушка по папиной линии меня не признавала, да и живет она далеко. А мамины родители умерли еще до моего рождения. Я всегда завидовала своим подружкам, которые рассказывали мне, как бабушки и дедушки их любят, как дарят им подарки, жалеют их, и мечтала о том, что когда-нибудь волшебница-фея подарит мне бабушку. Я понимала, что это глупое желание, но мне этого очень хотелось. А сейчас мне кажется, что мое желание вдруг сбылось». Ольга Матвеевна даже заплакала, когда услышала эти Настины слова. Она подошла к девушке и ласково обняла ее. И тут в квартиру кто-то постучал. У Насти на руках была Маришка, поэтому дверь открыла Ольга Матвеевна. Она очень удивилась, увидев на пороге квартиры свою дочь. «Так-так», — ухмыльнулась Рита и прошла в комнату, даже не разуваясь. «Вот, значит, где ты пропадаешь. Правильно мне соседка подсказала». Она огляделась и подошла к сидевшей на диване Насте. «Что, нашла себе дармовую служанку? А ты, милочка, подумала о том, что бабушка старенькая уже? У нее давление, ноги болят. Может, она потом по ночам таблетки горстями глотает, после того, как на вас тут горбатится за копейки». «Не слушай ее, Настенька, нормально у меня с давлением», — вскрикнула Ольга Матвеевна и повернулась к дочери. «Да я с тех пор, как к ним приходить стала, словно заново жить начала. Вы же про меня совсем забыли. Ходите мимо, не замечая, плечом зацепите и не обернетесь. Даже не разговаривайте со мной. Я хотела быть нужной вам, но мой суп вам не нравится. Прибираю я неправильно. Пироги вам пекла,
так вы молча съедите и по комнатам разойдетесь. Не похвалите, не поблагодарите. А Настя, малыши, они любят меня. Да мне ничего от них не нужно, никакой платы. Они мне дарят самое дорогое – счастье. Да, Рита, я здесь счастлива. С ними, а не с вами. Рита смотрела на мать широко открытыми глазами. Она покраснела и часто дышала. Потом хотела что-то ответить, но резко повернулась и выбежала из квартиры, громко хлопнув дверью. «Баба Оля, она обиделась?» – тихо спросила Настя, а старушка устало присела рядом с ней и пожала плечами. По крайней мере, она меня услышала. Впервые за 4 года, что я живу с ними. Ведь сколько раз хотела поговорить, да отмахивались от меня. Не было до этого момента такой возможности. Так что я даже рада, что так вышло. Ты не переживай. Мягко дотронулась Ольга Матвеевна до руки девушки. Я вас не брошу, что бы ни случилось. Они еще немного посидели, поговорили, и Ольга Матвеевна ушла к себе домой. Перед тем, как подняться в квартиру, посидела на лавочке. Солнце клонилось к закату. Ольга Матвеевна все думала, что ее ждет дома. Теплилась надежда, что Рита все поняла. А в это же время дома Рита с дочкой ждали Ольгу Матвеевну. Рита пересказала дочке весь разговор, и им было о чем задуматься. В погоне за карьерой и деньгами они забыли о самом важном, что в семье главное не только деньги, но и отношения. Вспоминали, как бабушка Оля учила Наташу печь пирожки, как они потом радостно встречали Риту и вместе ужинали, как в деревне во дворе на лавочке смотрели на закат. Обе вспоминали ту любовь, что царила в доме. Рита о том, как ее приняла мать с ребенком на руках и ни разу не попрекнула тем, что отец сбежал. Помогала растить, сидела с ней, пока не дали место в саду. Да не то, что сидела, а жила, ведь Рита приезжала только на выходные. А Наташа вспоминала, как любила проводить у бабушки лето, сколько всего нового узнавала. А потом их захлестнула другая жизнь, где не было места деревне, но они все равно так же любили Ольгу Матвеевну. Именно поэтому забрали из деревни, понимали, как ей тяжело одной там быть, да и возраст не тот, чтобы оставаться в одиночестве. А у них большая квартира, и у Риты не было даже сомнений, чтобы забрать из деревни маму. Продавать дом Рита тоже не хотела, но Ольга Матвеевна сказала, что без хозяев оставлять никак нельзя, и лучше уж тогда продать и уезжать спокойно, зная, что дом будет целым. Когда Ольга Матвеевна зашла в квартиру, было тихо. Пройдя в зал, она увидела дочку и внучку. Они вскочили с дивана и бросились ее обнимать. «Мама, прости», — говорила Рита, и тоже говорила бабушке Наташе. «Мы забыли самое главное. Как ты к нам переехала, мы успокоились и перестали переживать за тебя, и не говорили, как сильно мы тебя любим, но мы исправимся». На следующий день Ольга Матвеевна пришла, как всегда. Настя ушла на работу, а когда вернулась, старушка неожиданно заторопилась домой. Она виновато улыбнулась и сказала: «Ты уж прости меня, мне бежать нужно. Мои девочки меня в театр пригласили. Представляешь, они мне даже платье купили». Старушка прижала ладошки к груди, а потом быстро обняла Настю и ушла. Настя была рада за бабу Олю, хоть и немного испугалась, что она теперь перестанет помогать ей с детьми. Но Ольга Матвеевна не перестала. Она потом рассказала, что дочь и внучка пытались уговорить ее бросить Настю и детей, но баба Оля категорично отказалась. Пришлось им с этим примириться, с условием, что в Насте на выходные бабушка будет оставаться дома. С тех пор Ольга Матвеевна даже расцвела. Она с радостью сидела с Настиными детьми, нашла общий язык с Ваней, когда он вернулся из больницы, а дома пекла пироги для своих девочек, которые теперь никогда не забывали говорить ей спасибо. А осенью Рита сообщила радостную новость маме, что они купили дачу. Дачей оказался очень большой дом рядом с городом. «Вот, мама, смотри», — сказала Рита, когда они первый раз приехали туда. «Тут 4 комнаты, все удобства и есть огород. Мы все лето тут будем жить вместе, а зимой в город». Потом она показывала комнаты в доме.
«Выбирай себе любую комнату, мама», — сказала она и немножко замешкалась, «но только не вон ту», и показала пальцем на дверь. Видя, что Ольга Матвеевна смутилась, добавила: «Та комната самая большая, она для Насти с Ваней и детьми. Мы же уже как одна семья». Ольга Матвеевна обняла дочь, слезы предательски наступали. «Мам, ну прекрати», — сказала Рита. «Все же хорошо, зачем плачешь? В зиму мы, конечно, жить здесь не будем, а вот весной вернемся. Машина есть, так что будем жить здесь с весны до осени, а уж зимовать в квартире, иначе на работу не успеем по нечищенным дорогам», — засмеялась она. К этому времени и Ваня, муж Насти, окреп, нашел хорошую работу, так что Настя опять ушла в декрет с Маришкой. Но Ольга Матвеевна продолжала приходить к ним. Она так и осталась для них родным человеком, бабушкой Олей, доброй, заботливой и счастливой. А весной все планировали в большой дом за городом поехать и спорили, что посадить. Настя с Наташей подружились, и Наташа стала крестной мамой для Маришки. Все хорошо у них. Ольга Матвеевна почтит всех пирогами. Наташа с Настей посадили немного овощей в огороде. А Рита стала главной по оформлению цветочных клумб. Надо было видеть, как они, смеясь, все делают, ведь сказали, что справятся сами, без Ольги Матвеевны. Костя с Ваней тоже посмеивались и делали мужские дела, ведь забор сам по себе не выпрямится. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.